Всем привет, ребята! Сегодня у нас будет обзор наконец-то на новый альбом Infected Rain, который называется Endorphin. Он вышел уже достаточно давно, 18 октября, и по сути уже поздно снимать обзор, но я очень хочу, чтобы этот обзор остался на моем канале, потому что альбом мне действительно понравился, и я хочу, чтобы вы с ним ознакомились и немножечко вам его приоткрыть, скажем так. Сразу скажу, что я делаю акцент больше на лирику, и объясню, почему я это делаю, потому что некоторые не понимают. Просто лично для меня одна из самых важных составляющих в песне — это непосредственно лирика. Конечно, музыка тоже очень важна, и музыкой можно сказать многое даже без слов, но когда все-таки в песне присутствует и музыка, и лирика, тут нужно изучать и то, и другое. Просто когда ты понимаешь лирику полностью, ты осознаешь, почему музыкант, например, использовал те или иные фишки в тот или иной момент, и тебе, в принципе, больше и лучше понимается композиция. И чтобы облегчить вам немножечко работу и не переводить это в Google Translate, я сделаю все за вас. И просто расскажу вам, что конкретно хотят передать музыканты. Я не буду тут делать какие-то невероятные анализы литературные, которые вам нафиг не нужны. Я просто расскажу вам свое мнение об альбоме и расскажу, о чем конкретно каждый трек, в чем его фишечка и почему я, собственно, в принципе, полюбила Infected Rain спустя, 2 года. Давайте, как всегда, начнем сначала с обложки. Обложка на самом деле очень хорошо изображает, в принципе, альбом. И тона такие, знаете, мрачные, и вот это сердце в руках. Это, кстати, мне кажется, вырезка из клипа на трек The Earth Mantra. Можете посмотреть, если не видели. Повторюсь еще раз, что альбом вышел 18 октября впервые для группы на лейбле Napalm Records. В нем всего 10 треков и общая продолжительность альбома 40 минут. Альбом получился очень мрачным в хорошем смысле этого слова, и он прекрасно подходит под осеннюю атмосферу. Я не могу причислить ребят к какому-то одному жанру, потому что они постоянно экспериментируют, не останавливаются на чем-то одном. Но то, что они выстроили свой фирменный звук, свое отличительное звучание, это я могу сказать с уверенностью. Грозные рифы, взрывные ударные, обволакивающие и дополняющие картину синты и, конечно, сочные экстрим-лены, которые плавно перетекают в треках в чистый вокал. Ну что ж, давайте теперь перейдем к самому альбому. Альбом начинается с сингла и сразу задает такой боевой достаточно настрой. Кстати, именно с этого трека у меня, в принципе, началась заинтересованность к Infected Rain, и они начали проникать в мое сердце, скажем так. Мне очень нравится, как грубое боевое вступление переходит в медленный, плавный бридж, где Лена поет чистым, и бэк-вокал она прописывает в этом альбоме очень классно. Мне прям безумно понравилось, я постоянно на них обращала внимание. Получился очень атмосферный трек, и в нем группа кричит нам о глобальной экологической проблеме. Земля — это наш дом, наша мать. Мы чувствуем, что важно высказать вслух, что мы думаем, во что верим и о чем заботимся. Это только вопрос нашего выбора. Хотим ли мы быть паразитами или принести лучшее будущее этому миру? У них также есть прекрасный клип на этот трек и крутой, невероятный бэкстейдж. Я оттуда узнала то, что Лена, снималась с пауком, от укуса которого нужно сразу оказывать медицинскую помощь. Я была просто в шоке от этого дерьма. Ну а теперь давайте перейдем к моему любимому треку на альбоме. Этот трек запал мне в душу только после 3-го или 4-го прослушивания, и то после того, как я посмотрела лирику. Сам по себе он очень мощный, и эти завывающие сэмплы, которые периодически появляются, тоже делают свое дело и так откладываются немножко у тебя в голове. В этом альбоме лично я почувствовала, что Лена научилась вот этому классному балансу между экстрим-вокалом и чистым вокалом, потому что раньше мне казалось, что экстрима было как-то очень много, и он немножечко надоедал, было уже как-то скучновато.
лично мое мнение, что в этом альбоме прямо идеально все сделано. Сначала у тебя такой взрывной экстрим, который перетекает плавно в нежный, чистый, и при этом тебе не скучно становится, это все очень гармонично, прекрасно, и, в общем, Лена молодец. Так о чем же песня? А песня о том, что общество диктует нам, кем мы должны быть, как мы должны выглядеть, как мы должны себя вести, чтобы добиться успеха. Ну что же такое настоящая красота? Что такое настоящее золото? Люди оборачиваются в золото, носят эти маски, делают то, что им говорят, а внутри остаются холодными и просто теряют себя. Касаемо инструментальной части я в принципе не могу ничего добавить, могу сказать одно, что на эту песню тоже есть невероятно стильный клип, советую вам его посмотреть, если вы еще не видели. Далее идет третий трек, который называется «Симфония доверия». И знаете, слово «симфония» прекрасно описывает этот трек, как я считаю. У трека кольцевая композиция, он заканчивается точно так же, как и начинается. Трек нам кричит о том, что доверие – это очень важно в отношениях, и отсутствие этого доверия может затянуть вас в страшный сон, который будет высасывать из вас силы. Вы можете создать что-то прекрасное, основанное на доверии и уважении, или же вы можете все разрушить, принимать все как должное, впасть в какую-то зависимость и просто убивать себя медленно. Очень классный трек, неплохой. Не могу сказать, что он является моим любимым, но мне очень нравится лирика, которая здесь, и также чистый вокал Тани тут тоже очень классный. Ребята, я очень быстро прохожусь по трекам, я не впадаю в какие-то невероятные анализы, потому что я считаю это лишним для вас. Я просто хочу, чтобы вы немножко получше открыли для себя этот альбом, узнали получше, о чем он конкретно, и очень надеюсь, что после моего обзора вы с ним ознакомитесь. Поехали дальше, четвертый трек. Трек нам говорит о том, что, несмотря ни на что, нужно всегда помнить о том, кто ты, в чем заключаются твои мечты. Всегда быть верным себе, и даже если ты брошен к волкам, ты одинок, ты устал, и с гордо поднятой головой идти туда, куда лежит твоя душа, и всегда помнить, кто ты есть. Опять-таки, касаемо инструментала, я не могу что-то конкретно выделить, потому что это типичные эффекты Train, которые отработали свой звук, которые знают, что для них работает, и конкретно что-то выделить я не могу, тем более я не музыкант, поэтому многие вещи я, в принципе, наверное, даже не слышу. Но скажу так, что трек, он не проходной, он очень хороший, и не могу сказать, что я его буду переслушивать постоянно, это все-таки не сингл, это не хит, скажем так, но тоже имеет место быть на альбоме, и, собственно, погнали дальше. Трек является синглом и также входит в число моих любимых. Лена кричит в нем о том, что многие люди делают поспешные выводы о человеке, основываясь на каких-то стереотипах, плюют в его сторону, даже не догадываясь о том, что у него внутри и кто он на самом деле. Обожаю этот трек, обожаю лирику, постоянно его переслушиваю. Опять хочу выделить здесь чистый вокал Лены, потому что он очень крутой. Мне кажется, в этом альбоме она просто взошла на пик, скажем так, своих возможностей, выжила из себя все, что можно, потому что получилось действительно очень круто, и чувствуется, что она работала много. Очень сильные атаки в куплетах, и они сменяются этими самыми бриджами, переходами, и тебе как бы дают передышку, а потом снова бьют тебе по челюсти. Группа комментирует так. Мы почувствовали необходимость кричать о мощном стремлении изменить мир, и нам хотелось усилить это послание через последовательные рифы, украшенные чистой яростью. На этот трек у ребят есть лирик-видео, и, я просто, реально извините, но я не могу, я восхищаюсь Леной. Я знаю, что все образы она создает сама, по всем этим бэкстейджам на ее канале я понимаю, сколько, в принципе, работает группа, и не все это делают на самом деле, не все делают большой акцент именно на
внешней оболочки группы, скажем так, и это тоже очень важно, нельзя об этом забывать. Ребята кричат в этом треке о том, что их могут считать ненормальными, извращенцами, говорить непонятные вещи о них, но они все равно будут продолжать делать то, что хотят, и то, что им нравится. Думаю, цитата из песни поможет вам лучше понять. Просто перестань судить меня и слушай, открой свой разум, хватит скулить. Я изменю этот мир с тобой или без тебя. Я болен и чувствую отвращение к этой гламурной приманке. Кстати, в этом треке очень прикольный ход сделала Лена вокалом. Она поет в стиле какого-то фильма ужасов, и это придает такую хоррор-атмосферу треку. В общем, классное решение. Далее переходим к 7-му треку, который называется «Жертвы». Название очень хорошо характеризует трек, он доносит до нас такую нехилую мысль, что люди привыкли строить из себя каких-то жертв, поклоняются не тем богам, игнорируют многочисленные утечки, не обращают внимания на приближающийся шторм, погружены только в свои эмоции, в свои проблемы, в свою грязь и совершенно не видят, что происходит вокруг. Вот здесь, как мне показалось, инструментал намного тяжелее, чем в других треках. Очень классные, мощные рифаки, такой, знаете, вот прям грувчик. Я не знаю почему, но у меня возникла странная ассоциация, а именно с дивами 90-х. Вот когда я слушаю некоторые части вокала Лены, не знаю почему, но вот эта ассоциация появилась у меня в голове. From the top of my lungs and the bottom of my heart, I'm screaming, I'm begging you to stop, 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 stop. Меня очень зацепило начало трека, он начинается с таких красивых электронных сэмплов, которые будут преследовать нас на протяжении всего трека. И вот кажется, что, наверное, эта песня будет какая-то спокойная, но нет, Леночка врывается просто с ноги с экстрим-вокалом. Я очень люблю эту песню, насколько я поняла, тут Лена поет о вредных привычках и зависимостях, которые просто прожигают время и иногда ведут по ложной дороге. Ты можешь делать все эти многочисленные глупости и губить себя или освободиться и справиться с зависимостью. И вот это начало трека с сэмплами как будто погружает тебя в то, что происходит в голове у человека, когда он как раз-таки находится под воздействием этих вредных привычек. И Лена как бы обрубает все это и показывает, что это не решит твои проблемы, проблемы останутся, они будут, и только будет дальше хуже. И бридж здесь прям такой ух. Лена таким измученным голосом сначала говорит, потом кричит о том, что, блин, остановись. Этот трек вообще начинается с каких-то космических элементов, моментов, и лирика очень расплывчатая, поэтому каждый может интерпретировать ее по-своему. Но когда ты смотришь на название, то ты сразу понимаешь, о чем трек. Тафофобия — это боязнь быть похороненным заживо, и эти космические звуки как бы погружают в этот другой неизведанный мир. Лена поет о той неизвестности, что нас ждет в другом мире и что останется после. В принципе, я могу сказать о каждом треке в этом альбоме, что он зацепил меня, он остался у меня в голове. И если мне там сказать какое-то название трека, я не скажу, блин, что там вообще было, а я сразу после даже первого прослушивания могла назвать какие-то определенные характеристики этого трека. И, в принципе, они все как бы схожи по структуре, но все абсолютно разные. Что мне очень нравится, потому что раньше мне казалось у Infected Rain, что все как будто бы какое-то однообразное. Но опять-таки, возможно, в тот момент я просто не распробовала группу так, как должна была. Группа комментирует. Этот трек сильно отличается от того, что мы делали раньше. Это безумно эмоциональная песня с очень мягкой мелодией.
Это песня о непрерывном поиске. Речь идет о болезненном пути к совершенной гармонии. Гармонии между миром и людьми, между природой и людьми. И самое главное, гармонии между двумя душами. Две потерянные души, которые пытаются найти друг друга. Как мне кажется, это прекрасное завершение такого мрачного альбома, потому что он как раз-таки оставляет тебя в этой гармонии, о которой говорит группа. Он дает тебе не ощущение тревожности после прослушивания, а как бы оставляет умиротворенность. Наверное, уже можно сделать какие-то выводы об альбоме. Лично я влюбилась в него после первого прослушивания, потому что я почувствовала эту огромную работу, которую вложили ребята, почувствовала это единение и гармоничность альбома. Инструментал задает настроение, вокал его поддерживает и лирика просто добивает. Лично для меня это будет один из лучших альбомов за 2019 год. И я взглянула совершенно по-другому на Infected Rain после данного альбома. Очень сильно прониклась этой группой, полюбила ее в какой-то степени. И скажу так, послушайте этот альбом. Еще скажу вам такую интересную информацию о том, что у Лены есть свой канал, который называется Bananas. Я ссылочку оставлю в описании. Если вам интересно, что происходит за кулисами, как снимаются клипы, как проходят туры, Лена очень подробно все это снимает, рассказывает в такой непринужденной атмосфере, как будто ты реально путешествуешь с группой. Лично мне это очень интересно, я буквально уже все там пересмотрела. Ну и также она там говорит о каких-то вещах касаемо Infected Rain, рассказывает какие-то уникальные моменты и, в принципе, открывает себя как личность. Ну что ж, на этом у меня все. Напишите внизу в комментариях, нравится ли вам Infected Rain, понравился ли вам этот альбом. Спасибо за просмотр, пока! God.